в предыдущей серии. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Что у меня сейчас происходит? В данный момент я решил на зимовку перебраться в Турцию, в Анталию. В данный момент я нахожусь в Анталии. Кстати, 17 декабря я лечу в Тбилиси, и в Тбилиси где-то буду примерно 2 недели. Так что, если кто-то из моих зрителей живет в Тбилиси, можете писать, звонить, можно даже встретиться. А что сейчас происходит на стройке? До конца сезона, до начала зимы мы возвели коробку, законсервировали ее. С большего возвели, скажем так, чуть-чуть не доделали. И проект заморожен до весны. Весной, когда уже будет тепло, это примерно апрель месяц, мы его продолжим. Что касается квартиры, по квартире тоже ремонт не совсем доделан, квартира заморожена, осталось сделать мебель, там какие-то светильники, но с большего все сделано. Сейчас я взял с собой весь материал, и, в общем-то, то, чем я буду здесь заниматься, это монтаж роликов и, по дому и по квартире. Тут, конечно, красота, солнышко. Сегодня плюс 20. Вообще, с того момента, как я сюда приехал, здесь все время плюс 20. Для меня это вообще идеальная температура. А сегодня очередная серия из моего проекта по строительству дома. Поехали! После того, как были залиты сваи, нужно сделать подсыпку пятна застройки до края свай песчано-гравийной смесью. Только после этого будет заливаться ростверк. Максимальная высота слоя подсыпки примерно 80 см, минимальная 0, средняя получается 40-50 см. ПГС решили развозить вручную, так как нужно трамбовать каждый слой по 20 см. По деньгам это получилось дешевле, чем нанимать технику, тем более, что подсыпка получается равномерная. Изначально по плану у нас было сделать фундамент до зимы полностью. То есть залить сваи, сделать ростверк, сделать всю подсыпку. Но у первой бригады, которую я нанял, соответственно, возникли проблемы. То другие объекты, то ковид, то еще что-то. И в итоге они мне сказали, что могут залить мой ростверк в декабре месяце. Соответственно, мне это, конечно же, не нужно заливать ростверк минус 10. Поэтому я решил отказаться от этой бригады и продолжение стройки, соответственно, отложить до весны. Сваи благополучно перезимовали. Единственное, что я сделал зимой, это заказал еще 4 машины ПГС, чтобы сразу начать работу, как сойдет снег и придет весна. Блоки заказал в конце зимы. Пришлось подождать примерно 1,5 месяца, и уже в начале весны мне их привезли на участок. Длинномер с манипулятором, и в принципе никаких проблем с разгрузкой не было. Всю разгрузку выполнял сам с водителем, и потом еще подключился сосед. Про сами блоки я расскажу позже, на этапе кладки.
Весь процесс разгрузки блоков занял не больше 2 часов. Первой бригадой я решил сотрудничество не продолжать. Нашел двух ребят из своей команды по отделке, у которых был опыт черновых работ, то есть возведения фундаментов, стен, и решил работать с ними. Тем более, что для меня скорость не главное, а главное это качество. Весной продолжили засыпку. Подсыпку пятна застройки выполняли ручным способом, с послойной засыпкой по 20 см. Обильно поливали водой и трамбовали виброплитой. Виброплиту брал на прокат. Технику я не использовал, по той причине, что трамбовка должна быть послойная. В этом случае погрузчик или трактор нужно было вызывать 3 или 4 раза. С водой проблем не было, потому что вода в деревне центральная. После проливки виброплитой проходил 2-3 раза. В карьере заказывал состав S12, это обогащенный камнями ПГС. В этом случае не нужно делать дополнительную расклинцовку. Такой состав хорошо утрамбовывается и за 2 раза. Пришлось дополнительно заказывать 4 машины ПГС. Всего на подсыпку ушло примерно 150 кубов, 12 машин. Под ростверк сделали небольшое углубление, чтобы свая заходила в тело ростверка. Друзья, когда вы начинаете делать ремонт, очень важно все спланировать и приобрести весь необходимый материал и оборудование. Особенно это касается сантехники. Когда у вас в квартире будет работать сантехник или плиточник, они обязательно спросят, какой будет смеситель и душ в ванной комнате, какая будет раковина, какая будет сантехника в туалете и так далее. Потому что сантехническое оборудование напрямую завязано со строительными работами. Например, под разные виды смесителей нужно делать разную подготовку. А вот правильно выбрать нужную сантехнику вам поможет интернет-магазин «Сантехника онлайн». На сайте «Сантехника онлайн» представлена практически вся сантехника мира. Также на сайте можно заказать бесплатно проект своего санузла, сборку и установку сантехнического оборудования. На сайте вы можете выбрать абсолютно все, что вам необходимо из сантехники для ремонта. Кухонные смесители, смесители для ванны и туалета, душевые системы, умывальники, ванны, инсталляции и многое другое.
Очень удобный поиск и фильтр, который поможет вам выбрать сантехнику на любой кошелек. Например, попробуем выбрать смеситель, выбираем тип смесителя, выбираем производителя, выбираем цвет, выбираем диапазон цен и получаем быстрый результат. Для своего ремонта я выбрал смеситель от немецкой компании Grohe, инсталляцию Grohe и аквариловую ванну Waleera & Bosch. Есть услуга рассрочки по халве, а также кредитование Тинькофф, плюс различные программы с бонусами и кэшбэком. Ссылка Сантехника онлайн будет в описании, обязательно заходите, и для скидки можно использовать мой промокод Сидорик. Следующий этап работы – это гидроизоляция верха свай. Первый слой праймер, второй слой мастика. Такая гидроизоляция нужна для того, чтобы отсечь ростверк от сваи, то есть чтобы не было капиллярного подсоса воды. Так как ростверк будет сам гидроизолирован с двух сторон, а снизу будет пенополистирол, то соответственно это делать целесообразно. В плане удобства, конечно же, лучше использовать съемную опалубку сборно-щитовую или даже лучше пластиковую. Но аренда этой опалубки получается недешево, довольно-таки дорого, и поэтому я решил свой ростверк делать опалубку из досок. Одна из причин то, что у меня уже на участке были доски, и докупить нужно было совсем немного. Тем более, что доски в дальнейшем пойдут на строительство дома или каких-то хозпостроек. Была подготовлена площадка для того, чтобы собирать щиты. Предварительно доски были почищены от мусора с двух сторон. Доски, которые будут использоваться в опалубке, мы решили обработать антисептиком, так как они в дальнейшем будут использоваться в строительстве. Эту работу лучше делать на этапе сборки щитов. Для обработки используем антисептик Laritech белорусского производителя. По отзывам, один из самых лучших на рынке. До этого пробовали использовать состав другого производителя, не понравилось. Его можно наносить любым способом. Этот антисептик несмываемый, если пойдет дождь, не страшно. Затем из этих досок ребята начали собирать щиты для опалубки ростверка. Предварительно на бумаге были расписаны размеры, какие щиты должны быть, и соответственно по этому плану уже собирались и скручивались щиты необходимого размера. Собранные щиты разносятся на участке по своим местам, вернее даже сказать, растаскиваются, так как они тяжелые.
Для того, чтобы не испортить доски, щиты обтягиваются полиэтиленовой пленкой 200 микрон. Помимо того, что пленка защитит доски от воды из бетона, поверхность фундамента будет более гладкая. Пленка пристреливается при помощи степлера. Параллельно дополнительно собираются все необходимые щиты. После того, как были собраны все щиты, начинаем работать с арматурой. К вагончику приварили трубу. Одевается вторая труба и гнется. Хомуты гнутся на столе. Для резки арматуры привез дисковую пилу по металлу. Она очень здорово нас выручила. Пока не стоят щиты, вся арматура раскладывается на свои места, чтобы потом связать каркас. Арматурный каркас будет вязаться согласно проекту с нашими дополнительными улучшениями. Обратите внимание, что арматура на углах согнута, а не связана. Причем куски арматуры максимально длинные, насколько это возможно. Начинаем собирать каркас. Это удобнее делать, когда еще не стоит опалубка, так как везде можно подлезть. Но главное не ошибиться с размерами, так как потом не получится поставить опалубку. Сначала хомуты фиксируются на нижних прутах арматуры. Затем собирается верх. Хомуты и арматура между собой связываются вязальной проволокой. Это довольно муторное занятие, требующее усидчивости и терпения.
На арматуре я решил не экономить, так как ростверк компенсирует неравномерную просадку свай, если вдруг такое случится. В бетонных конструкциях ключевую роль играет именно арматура, так как она держит бетон, который от деформации трескается. Хомуты из арматуры 6 мм, сверху и снизу арматура 12 мм. От проекта немного отступили в сторону увеличения арматуры, в частности на углах, и сделали больше хомутов. По времени каркас собирался примерно неделю. Основная работа по каркасу выполнена. По мелочи еще будет арматура связываться после выставления щитов опалубки. Кому интересно ознакомиться с проектом, тут ростверк в разрезе. Перед тем, как выставлять щиты опалубки, на арматуру надеваются пластиковые дистанционные звездочки. Они нужны для того, чтобы арматура не вылезала наружу и находилась под защитным слоем бетона. Диаметр есть разный. У меня защитный слой получился 4 см. Параллельно начинаем выставлять щиты. Щиты выставляются по уровню, скручиваются между собой, подпираются опорными брусками и снизу закапываются землей. Соответственно, все эти работы выполняются с соблюдением размеров, заданных по проекту. Напомню, что размер фундамента я чуть-чуть изменил и сделал его на 5 см шире по наружной стороне. Это было сделано для того, чтобы использовать более толстый блок. По проекту у меня был блок 300 мм, но я изменил его на 400 мм, так как с точки зрения утепления это лучше. Заказали пенопласт 15 плотности, толщина 10 см, для того, чтобы сделать демпферный слой под ростверком. После того, как были установлены внешние щиты и проверены все границы фундамента, режем пенопласт на полоски и закладываем под ростверк.
Песок перед укладкой пенопласта разравнивается. Затем укладывается пенопласт. После пенопласта уже ставятся внутренние щиты. Друзья, что касается цен, то цены на работу и материалы я озвучу после того, как мы полностью зальем ростверк за весь объем работ. Не хочу разделять, потому что будет путаница. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.